Здравствуйте, друзья! Сегодня вторая неделя Великого Поста. И мы читаем из Евангелия повествование из Евангелия от Марка. Евангелист рассказывает, что Иисус находился в Капернауме, и, видимо, местные люди узнали о том, что Он там, Он проповедовал, совершал какие-то исцеления. И вот пришли 4 со своим другом расслабленным, что означает, что человек страдал от паралича. Но так как в этом доме было множество народу, они не смогли подойти к Иисусу. И тогда они забрались на крышу этого дома, разобрали крышу и спустили своего друга к ногам Иисуса. И вот Иисус, как пишет евангелист Марк, видя веру их, сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Когда я перечитываю этот рассказ, я всегда думаю, какие были чувства у этого расслабленного. Вот его друзья пришли вместе с ним и вдруг увидели, что такая толпа народу, что они не смогут подойти. Но эти люди не остановились, преодолели это препятствие. Они поднялись на крышу, тем самым доказывали свою дружбу, насколько для них было важно, чтобы их друг получил исцеление. И вот вдруг они разобрали эту крышу, спустили этого человека прямо к ногам Иисуса, а Иисус говорит ему: «Прощаются тебе грехи твои». Может, он разочаровался, этот человек, может быть, он явно ожидал чего-то другого, он хотел исцелиться, то есть иметь возможность ходить, как все здоровые люди. А Иисус говорит о чем-то другом. Может быть, действительно, сначала было для него какое-то разочарование. Но суть в том, что в Евангелии всегда нравственная составляющая человека и его физическое здоровье связаны. И они не только в Евангелии связаны, они всегда связаны. Вот почему, собственно, Иисус первым делом исцеляет душу человека. Это всегда так, и с нами это так. Только мы это забываем очень часто. Мы разочаровываемся, что не получаем какое-то физическое, допустим, исцеление, и не замечаем, что Господь уже начал наше духовное исцеление. Вот то же самое, видимо, происходит здесь, в этом месте, в Евангелии. Но, слыша, что Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои», конечно, местные люди, благочестивые фарисеи, книжники, наверное, они были в шоке, потому что они подумали, кто же может прощать грехи? Только Бог. И вот здесь Иисус говорит этим людям, задает вопрос: что проще, сказать расслабленному: «Прощаются грехи твои», или сказать: «Возьми постель свою и ходи». Но и совершает это исцеление. Чтобы видели, вот Сыну Человеческому дана эта власть, Он говорит расслабленному: «Встань, возьми постель свою и ходи». И это совершается. Конечно, перед нами остается вопрос, который Иисус задал благочестивым людям. Вот те сказали: кто же может прощать грехи, разве только Бог? А это действительно так. А вопрос Иисуса: что проще, сказать расслабленному: «Прощаются грехи твои», или сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи»? Суть в том, что, конечно,
грехи прощать может только Бог. Даже когда в таинстве исповеди прощаются грехи через священника, это все равно Бог прощает, конечно, не священник. Поэтому прощать грехи может только Бог. А вот и совершать какие-то исцеления могут и люди. Иногда есть и люди, которые имеют такие способности. Это редко, но бывает. Поэтому, казалось бы, проще совершать исцеления. Да и кроме того, Иисус вообще в Евангелии никогда не совершает исцеления, чтобы что-либо доказать. Почему? Потому что Он уважает нашу свободу, и Он не хочет совершать какое-то насилие над нашей свободой. Но то, что здесь происходит, это полное исцеление человека. Иисус прощает грехи, а также возвращает человеку здоровье. Вообще-то это, видимо, всегда происходит с нами, когда у нас есть вера. Потому что Господь не совершает чудо, чтобы доказать, чтобы как бы внушить в нас веру. Ровно наоборот, вера, она необходима для совершения чуда. Да, вера необходима для чуда. Но дело в том, что это вера того человека, для которого совершается чудо, или же вера самых близких ему людей, родственников или друзей, как мы это видим здесь. Вот эти четверо, это 4 друга расслабленного, для нас это замечательный пример о том, что такое дружба. Они верили, что Господь может совершить это чудо, и они не остановились перед препятствием, сложностью. Вот много народу нельзя пройти. И даже вот придумали так, подняться на крышу, разобрать крышу. Давайте подумаем. Ведь Великий пост – это время, в котором мы думаем вообще-то о себе, о своей жизни. Давайте будем думать сейчас о том, как мы общаемся со своими друзьями, что для нас означает дружба. И готовы ли мы ради любви к друзьям преодолеть любые препятствия, в том числе обиды, какие-то раны, какие-то недопонимания, какие-то недоразумения. Ради любви к друзьям преодолеть все это. Я думаю, что во время поста чрезвычайно важно. Будем об этом думать.